Европа зовет, открывает пути, но сколько же стоит мечту обрести? И стоит ли ехать, тут сложный вопрос. Давай разбираться, включай мой видос, что, как и зачем в Европе. На что, как, зачем? Врубаем свет, вечерний эмигрант. Привет, про все, что в Европе и как идет. Покажем, расскажем, порвете живот. Добрый вечер! Это вечерний эмигрант шоу, в котором мы попытаемся понять, почему у мусора в Испании тоже есть фиеста, а плюс 15 там это все равно, что Северный полюс. Время надевать шубы. Сегодня поговорим об испанских абсурдах и о том, что наш Визари успел испытать на собственной шкуре. Итак, встречайте в нашей студии неизменный гость Игорь. Стоп, ну где же Игорь? Похоже, пошел выносить тот самый мусор. Всем привет! Ну да, пошел выносить мусор. Кстати, очень интересная тема. Предлагаю сегодня поговорить о мусоре. Ну, не в смысле о полицейском, который наворовался денег и теперь припеваючи живет в Испании, а о настоящем испанском мусоре. Ну, или по-другому об абсурдах Испании, которых здесь достаточно много. Ох, но я в предвкушении готова удивляться и смеяться. Жги, Игорь. В общем, в Испании достаточно большое количество вещей, которые сначала шокируют, потом ты пытаешься понять почему, но потом просто воспринимаешь их как обычные правила страны их пребывания, не более того. Итак, давайте сегодня поговорим об испанских абсурдах. И вот мои топ-5 испанских абсурдов. Ну что, начнем с чего-нибудь бытового. От чего у вас может поехать крыша, ну или чемодан, если вы собираетесь ехать в Испанию. Итак, абсурд номер 1 – это мусорный ритуал. Говорят, испанский мусор всегда веселый. А почему? Да потому что у него каждый день праздник. И нигде бы то ни было, а на свалке. Как такое может быть, спросите вы? Казалось бы, взял пакет и выбросил. Лена, в Испании выбросить мусор – это тебе не просто метнуть пакет в мусорный бак, как будто ты баскетболист. Не, это целая церемония со своим расписанием, правилами и даже судьями-бабушками, которые могут тебя осудить, если ты что-то делаешь не так. Причем осудить могут не только бабушки, но и местные власти, включая полицию. В Испании, как и во многих европейских странах, мусор сортируют. Но здесь пошли куда дальше. Здесь не просто сортируют там органика, стекло, пластик, бумага. Здесь еще и добавили расписание, когда этот мусор можно выносить. То есть как это? Сначала сверяешь часы, потом берешь в руки пакет с мусором, а если раньше или позже всеобщее порицание? Как такое может быть? Мне сложно представить. В общем, те, кто живут приметой, что мусор нельзя выбрасывать после заката, им в Испании будет достаточно тяжело. Потому что, например, в моем районе мусор можно выбрасывать только с 20 до 23. Почему такое расписание, никто не знает, ну вот оно как бы есть. А что если контейнер перепутал, например, пластик в органику выбросил? А если перепутал контейнер? Ну, смотрите, в Испании на самом-то деле, как и во многих европейских странах, мусор сортируют, я об этом уже говорил, но здесь есть еще и дополнительные контейнеры. Например, контейнер для одежды. Если перепутал контейнер и не дай бог об этом узнали, а как узнали? Ну, например, нашли порванный почтовый конверт с адресом, ну или, например, чек из магазина, то за это могут даже и покарать. И такие случаи были, когда людей реально наказывали за то, что они выбросили мусор не в тот бак. Поэтому здесь все-таки либо надо выбрасывать в один бак, либо сортировать. Но испанцы, кстати, мусор сортируют. Это как бы такой показатель твоей интеграции в общество. То есть ты начал сортировать мусор, ну все, ты практически ассимилировался. Еще одна странность Испании – это отношение испанцев к погоде. Ну а вернее, как они одеваются в разную погоду. Итак, абсурд номер 2 – это испанцы и погода. Погода? Ну, это не то, что у нас в середине мая снег, дождь, град и ужасный холод. Плюс 5 по вечерам, я вот даже зимние вещи еще не прятала. Ну, а у вас же всегда тепло, я бы даже сказала, чересчур. А вот тут ты ошибаешься. У испанцев бывают только две погоды.
капец как жарко и караул как холодно. Жарко это когда плюс 40, а холодно это когда плюс 15. Причем они умудряются одеваться так, как считают нужным и в ту погоду. Ну, то есть, например, легко можно видеть семейку, которая отдыхает на пляже, папа в шубе, в шапке, и ему холодно, потому что плюс 20. В это время папа не просто отдыхает, он смотрит за своим ребенком, который в это время плавает в море и наслаждается теплой погодой. Вот это испанский абсурд. Ну, как бы или холодно, или жарко, но у них среднего не бывает. Или капец как холодно, или караул как жарко. Понять это невозможно. Почему испанцы ходят в плюс 15 в шубах, это сложно понять. Может быть, они просто тоже хотят показать, что у них есть шубы, а может быть, реально мерзнут. Но при всем при этом они тут же могут купаться в море. В общем, это нелогично, это просто абсурд. Такой же, наверное, как абсурд, это испанские очереди. Кстати, абсурд номер 3. Испанские очереди. Да уж, я заметила, вот в Украине очереди – это стресс. Еще с началом Большой войны это запомнила. А вот в Испании – хобби. Очереди практически везде. Это прям как светское мероприятие. Или тусовка, если хотите. Люди как будто пришли на встречу выпускников. Обсуждают погоду, детей, футбол, рецепты. И главное, что стоят, даже если то же самое можно сделать онлайн. А знаешь, почему испанцы никогда не спешат в очереди? Они-то точно знают, что кто ждет, тот всегда ест тапас. Хотя я бы уже 10 раз все сделала и забыла. Лен, ну конечно. Но все дело в том, что испанская очередь – это не про сервис, это про общение. Я помню, как-то стою в очереди в банке, и передо мной человека за 4 стоит такая престарелая бабушка. Она со всей очередью обсудила все дела. Где, что происходило, что было на этой неделе, что будет на следующей неделе. А когда она подошла к окошку кассы, то еще минут 10 разговаривала с кассиром. При этом ее никто не обрывал, не прерывал, не цокал, не чмокал. Но в итоге она забыла, зачем она пришла в банк, и долго у кассира выясняла, зачем же ей нужно было прийти в банк. Поэтому испанская транкила и маньяна распространяется и на испанскую очередь. Никто никуда не торопится. Надо просто набраться терпения. Но зато в очереди можно узнать очень много интересного и для себя. Например, какие праздники будут на следующей неделе и в каком регионе. Да-да. Следующий абсурд Испании – это количество праздников. Причем праздники бывают, так называемые государственные, а бывают еще и региональные праздники. И вот в эти региональные праздники учреждения тоже не работают. Количество праздников – это просто реально какой-то абсурд. Сейчас мы об этом поговорим. На канале весело, вечно пикантно. Мы обсуждаем Европу азартно. Про жизнь эмигранта расскажем смешно. Вечерний эмигрант, заходи, тут тепло. Прикольная песенка, правда? Я написал. Но сейчас мы продолжим про праздники. Но я хочу вам сказать, что это огромная тема. И мы, конечно, сделаем отдельное видео по поводу испанских праздников. Но сейчас мы снимаем кучу видео по вашим комментариям к нашим предыдущим выпускам. Спасибо вам огромное и за подписки, и за комментарии. И мы уже общаемся с лучшими специалистами в тех областях, которые вас интересуют. Поэтому видео будет на нашем канале. А те, кто не подписался, чтобы не пропустить наши видео, лучше все-таки подписаться на канал и следить за нашими новостями. Потому что вам это может пригодиться. Я, например, тоже 3 года назад даже не думал о том, что я буду жить в Испании. И не думал о том, что я буду снимать эти видео для того, чтобы быть полезным вам и помогать в каких-то сложных ситуациях. Точно так же, как и в свое время помогали мне. Поэтому, как говорится, подписывайтесь, ставьте лайк. Ну а мы продолжаем для того, чтобы рассказать вам о этом абсурде. Заходи, тут тепло. Это понятно. Фиеста, как и сиеста, а главное не перепутать, это все испанские традиции. Куда ж без этого? Праздник каждый день.
Нет, традиции это традициями, это понятно. Но дело в том, что у меня складывается впечатление, что у испанцев одна большая традиция все время что-то отмечать. Абсурдность ситуации заключается в том, что помимо так называемых общегосударственных или религиозных праздников, есть еще региональные праздники, в которые тоже ничего не работает. И поэтому оформляешь документ в одной инстанции, надо ехать в другую, и надо сначала узнать, нет ли там какого-нибудь очередного городского мероприятия, которое отмечается, либо которое придумали местные власти для того, чтобы отмечать. Причем отмечать они могут 2-3 дня совершенно спокойно. Ну вот, например, в городишке Кальп каждый год проходит карнавал, шествие такое. И в этом городишке оно проходит 4 часа. Но весь прикол заключается в том, что это шествие организуют сами местные жители. Они сами шьют костюмы, которые стоят $1000. И это очень качественные костюмы. Они сами организуются в оркестры, которые сопровождают каждую группу лиц в каждых костюмах. И поэтому праздники идут нескончаемым потоком. Сейчас я вам покажу календарь испанских праздников, и вы поймете, что День металлурга или День рыбака, которые у нас отмечаются, это вообще ни о чем по сравнению с тем количеством праздников, которые отмечаются в Испании. Но это просто реально какой-то абсурд. И практически так же сложно иностранцу понять, когда же эта испанская фиеста закончится. Карнавалы, фестивали, салюты, танцы. Кажется, это все происходит непрерывно. Для нас непривычно, но все же очень весело. Да, постоянная фиеста, в этом и есть суть Испании. Я помню, мы когда сюда приехали, и вдруг днем начинается стрельба. Представьте, мы после оккупации, и, в общем-то, так думаем, что опять. И тут мы понимаем, что это просто салют. Салют днем. Причем таких салютов бывает несколько раз в год, когда просто днем зачем-то стреляют салютом. Зачем? Не знаю. Собственно говоря, это такой испанский менталитет. Если грустно, они снова придумают какой-нибудь праздник, какое-нибудь шествие. Поэтому в Испании надо быть готовым к тому, что ты в любой момент можешь стать частью какого-нибудь праздника. И в этом вся суть Испании. Вы только посмотрите на это. Очередной карнавал, или фестиваль невест. А тут тебе забеги быков и фестиваль салютов. Все эти мероприятия идут чуть ли не один за другим. На каждый вечер своя развлекательная программа. Фиеста так фиеста. Вот мы, кстати говоря, и добрались до еще одной вещи, которая меня в Испании до сих пор очень сильно удивляет. Еще один абсурд. Наверное, он связан как раз и с праздниками, потому что, в испанских домах ходят в обуви. Я, конечно, видела, как они пылесосят и моют свои улицы. Но все же, это как минимум не гигиенично. У меня бы вообще инфаркт случился, если бы ко мне домой кто-то в ботинках зашел. То слово. Меня это начало удивлять еще на стадии, когда мы искали себе жилье. Осматривая квартиры, нам никто не предлагал либо разуться, либо одеть бахилы. И потом мы обратили внимание, что во всех квартирах на полу лежит либо плитка, либо какое-то твердое покрытие. Вот такая вот странная испанская традиция. Зато если у кого-то дырявые носки, то можно не переживать. Разуваться его никто не заставит, и дырку в носке никто не увидит. Но я до сих пор не могу привыкнуть, и мы у себя дома разуваемся, потому что мне сложно представить, чтобы в уличной обуви ходить по всей квартире. Но такой вот испанский абсурд. Что, как и зачем в Европе? Вот такие абсурды иногда бывают в Испании. Конечно, их достаточно много, но, на мой взгляд, эти одни из самых прикольных. Причем о некоторых из них не знают даже те, кто здесь много лет живет. Да уж, Игорь, мой мозг до сих пор пытается переварить мусор по расписанию, грязную обувь в доме, и пуховики в +15.
А с какими абсурдами или странностями пришлось столкнуться вам в Испании, ну или в другой стране? Пишите нам в комментариях, мы все читаем. И самая смешная история обязательно попадет в один из следующих наших выпусков. Также пишите нам, чтобы вы еще хотели узнать об этой стране. Мы обязательно расскажем. Если вы меня сейчас видите, это означает, что вы досмотрели это видео до конца. За что мы вам, конечно, очень благодарны, но не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, раз оно вам понравилось. Ну а мы будем продолжать делиться с вами полезными советами, и теперь под каждым видео мы постепенно будем добавлять ссылки либо на приложения, либо на сервисы, которыми пользуемся сами и которые будем вам рекомендовать для того, чтобы вам упростить жизнь, либо, может быть, даже помочь в трудной ситуации. Поэтому подписывайтесь на канал, смотрите наше следующее видео через неделю. Всем большое спасибо, хорошего настроения и hasta luego. Что, как и зачем в Европе вас ist un warum in Europa, como y por qué en Europa.